Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И мы сегодня поговорим об отношениях. Вернее, о том, как решать проблемы, которые возникают в отношениях. Вы же наверняка прекрасно понимаете, что отношения у нас есть не только с мужчинами, мужьями, любовниками и кавалерами потенциальными и настоящими, но у нас есть отношения с нашими близкими, отношения с нашими подругами, отношения с друзьями, с коллегами на работе, отношения с родителями, с детьми, с кем угодно. Там, где мы вступаем в общение с кем-то, у нас начинаются отношения. И очень важно не упускать те моменты, когда в этих отношениях появляется что-то, что начинает нас напрягать, что вызывает дискомфорт. Вы можете сказать: да, я девушка терпеливая, я могу и потерпеть, ничего, корона не упадет, для меня это очень важно. Или как я узнаю о том, что эти проблемы наступают. На самом деле первый признак того, что у вас наступают проблемы, у вас появляется внутри дискомфорт, у вас появляется либо тревога, либо напряжение, либо очень сильно вы начинаете обдумывать, что сказать человеку, как ответить, или вы начинаете очень сильно сдерживать эмоции, которые у вас возникают. Вы себя начинаете, что называется, держать в узде. Это говорит о том, что в ваших отношениях есть проблемы. Замалчивать это смысла не имеет. Терпеть это смысла не имеет еще меньше. Почему? Потому что как только вы начинаете замалчивать, как только вы начинаете терпеть человеку, с которым у вас эти отношения есть, независимо от его возраста, независимо от его статуса, ваше молчание говорит только об одном. Это норма. Так можно. И пока вы будете молчать, терпеть, человек будет расширять то пространство дозволенности, наглости или вызывания дискомфорта у вас до тех пределов, пока ваше терпение не лопнет или пока он сам не насытится тем, не удовлетворит свою внутреннюю потребность, из-за чего он вызывает у вас этот дискомфорт. Но возникает вопрос: а как же правильно говорить? Предъявлять претензии: ты ведешь себя неправильно, ты меня не любишь, или ты невнимательный, ты ненадежный партнер, бросаться вот этими обвинениями, как перчатку в лицо ему бросать, вызывая на дуэль. В психологии это называется «ты-сообщение». Это ни о чем. Это спровоцировать еще больший конфликт, и если у человека позиция заведомо сильнее вашей, он вас загонит в угол. И вы будете там отбиваться, как пугливый кролик перед пастью серого волка. Но вы же не хотите быть в таком положении, правда? А сказать об этом надо. И что делать? А делать следующее. Говорить человеку: ты знаешь, я тебя очень уважаю, мне очень нравится с тобой быть. Ну, если не нравится, или ты для меня важен, или наш бизнес для меня важен. Не хотите, можете эту часть пропустить. Но вот дальше сказать нужно обязательно, прям можете даже записать себе где-то на листочке. Когда ты поступаешь так-то, так-то и так-то, я чувствую то-то, то-то и то-то. Например, когда ты задерживаешься на работе и не звонишь мне, у меня поднимается тревога, я не могу этим управлять. Но я начинаю придумывать себе такие невероятные условия, я трясусь, как осиновый лист, я сижу, смотрю на телефон и не могу тебе даже ужин приготовить. Любой нормальный мужчина после таких слов скажет: да ладно, позвоню я тебе, что, мне жалко, что ли? Предупрежу, тем более ужин мне это готовят. И все будет нормально. Либо, когда ты громко рассказываешь мне о том, какие проблемы у тебя на работе, я очень пугаюсь. Мне хочется плакать, и я не могу тебе ничего посоветовать, я даже тебя поддержать не могу. Я начинаю на тебя злиться. И если ты хочешь поделиться со мной своими рабочими вопросами, можно, ты немножечко будешь чуть тише разговаривать. Ты расскажешь о них, я тебя выслушаю, но только чуть тише, я не буду пугаться. И становится понятно, правда, становится вот не я дура, со мной что-то не так. А мы можем всегда договориться о том, чтобы и тебе, и мне было хорошо. И самое интересное, мужчина в этой ситуации не будет с вами спорить. Он не будет протестовать. А если мужчина манипулятор, или если ваш бизнес-партнер собирается вас кинуть, и вы ему говорите: ты знаешь, когда ты берешь деньги из кассы и не предупреждаешь меня об этом, я не могу ничего с собой делать. Но у меня внутри появляется тревога. Неужели ты, человек, которому я верю, хочешь меня предать?
И я начинаю перестраховываться, я начинаю стараться спрятать от тебя эти деньги в другую кассу, закрыть под 2 замка, чтобы ты до них не добрался. А я очень не хочу, чтобы между нами возникало недоверие. Я хочу тебе верить. И если человек начнет тапочком бить себя в грудь и кричать: «Да ты шо? Как ты можешь?» Такой наезд в ответ. Вас хотят кинуть. Вас сильно хотят кинуть, только ждут удачного момента. А если мужчина скажет: черт возьми, а я даже не думал, что для тебя это так принципиально. Хорошо, а как мне сделать так, чтобы ты не нервничала? И вы договариваетесь, сколько кто из вас может брать денег из кассы, из той же, или какую информацию друг другу вы будете давать. Все. Проблема исчерпана, ее нет. Но если замолчать или если начинать кидаться претензиями: как ты мог без моего ведома взять что-нибудь, ничего не будет. Человек в ответ включит просто такой же напор, и кто кого сметет фонтаном, неизвестно. И поэтому говорить о проблемах, которые возникают, нужно всегда. Терпеть до бесконечности невозможно. Мало того, не стоит, потому что это разрушает отношения. Я уже говорила в начале, это делает у человека, создает иллюзию вседозволенности. Можно все, человек согласен. И начинают вылазить наружу не самые хорошие его черты. Он бы и рад придержать, если ему кто-то поставит рамки. Но рамок нет, и можно выпустить всех зверей наружу. А понравятся ли вам эти звери? Думайте сами. Но есть вещи, о которых я не могу вас не предупредить. Есть вещи, после которых рвать отношения нужно тут же, как только об этом стало известно. И если для вас принципиально, чтобы было доверие и не было измен в отношениях, вы узнали о том, что произошла измена, и вы сказали, что вы уйдете, если будет измена, уходить нужно сразу. И если вас бьют, если вас оскорбляют, особенно если вас оскорбляют в присутствии других людей, терпеть насилие над собой нельзя. Ни моральное, ни физическое, ни сексуальное. И если встает речь о том, что вы расцениваете для себя лично, вы для себя лично как насилие, уходить нужно тут же. Себя нужно защищать. Сначала защитить, потом разговаривать. И чем больше было нанесено вам травмирующих моментов, тем жестче должны быть рамки. Тем жестче должны быть условия, на которых вы можете вернуться. Но задайте себе вопрос: а хочу ли я снова возвращаться в эту бяку? Хочу ли я снова рисковать собой и быть в этом? Поэтому давайте не будем о грустном. Вы знаете, пожарный выход у вас тоже есть. Вы знаете, как поступить так, чтобы проблемы не стали проблемой отношений. То есть проблемы, которые возникли в вашем восприятии, не стали проблемой и не разрушили. Пользуйтесь этим и будьте счастливы. Пишите вопросы, если они возникли в комментариях. Делитесь видео, жмите лайки. С вами была Алла Касаткина, и до встречи в следующих видео. Пока-пока!